Оп, все, в сети. Поехали. Ну, погнали. В смысле? Ты запустишься? Эй, пожалуйста, запустись. Плеер. Привет, Альбеда. Я тут провожу какие-то исследования. Если вы ждете фестиваль цветов, то вам стоит посмотреть этот трейлер. Походу, кусок сюжета будет. Да, сюжет связанный, наконец-то. Ог. Наконец-то, что такое в жизни? Что это место скрывает? Вот что за зеркало было, в котором отражение есть. Еее, Дайнслейв, ей. Ха, Крио, чтец бездны. Звучит легко. И, наконец-то, Дэхьи. Короче, Дэхьи сделано специально, чтобы сносить щиты Крио чтецу. Дэхьи мувсет меняется на ульте, начинает руками-ногами бить. Музыка, огонь! А можно музыка тоже в игре будет меняться, когда она ультит? Пацан с арбалетом и копьем. Ледяной что-то стреляет, можно выбирать, куда стрелять. Окей, первый арбалетчик в игре, да. Жесть. Ну и Винбум фестиваль, на который приедет. И не только Кали. Но Дэхьи, да, Дэхьи Пог. Вообще музыка огонь. Так, первый этот забирайте. Тут. Так, есть ссылочка. Восклицательный знак кода, я не помню. Да, есть ссылочка, где можно вводить. Проходите по ссылочке и вводите. Ну, клево, продолжение сюжета. Это, ну, на самом деле было ожидаемо, что продолжит немножко сюжет. Я догадывался до этого, потому что, очевидно, они не будут вводить новую локацию. Хотя там какие-то подземелья. Может, они и будут в какой-то мини-локации, не знаю. Вот. Может, мини, может, большая локация. Я просто думал, что, ну, вряд ли будет лока, потому что только что была большая лока, а значит, могут сюжета навалить. Найс, жопа. Слушайте. Итак, добро пожаловать на нашу новую специальную программу. Я гость Альбеда. Сегодня Чиби Дэхьи и Зак Агилар. Его я просто помню, а его имя я не понял. Итера. And to match Albedo's long and official-sounding title, I'm gonna introduce her as Sumeru's legendary Aramite mercenary, the Flame Main. Легендарский представляет себя как легендарного наемника. And it just so happens that today is Amber's first time joining us on the special program. Первый раз на специальной программе. I am super excited to be here. And little Chibi Dia, she's so cute. I can't wait to go over everything that's coming to version 3.5. I'm so psyched. Totally, and I know all our travelers out there are also super excited, so why don't we kick things off by starting with our first new playable character for version 3.5. Dia! Woo! Starting with Dia. Let's Сразу go! же начнем с нее.
Расскажем ее о белке, да? В общем, да, долго ее не было, и вот наконец-то. Уже много раз ее видели в сюжете. И она стала нашим хорошим другом. Помогла нам в сюжетке с разными сложными моментами. Теперь наконец-то она нам про нее расскажет. As you mentioned, a lot of players might already feel familiar with Dia's character. Even though she might appear carefree and casual, she actually possesses amazing skills. Хоть она и такая простая очень во всем, но при этом у нее очень сильные скиллы. And even in the midst of danger, she has an uncanny ability to make others around her feel safe. Один из сильнейших членов. Я не понял, надо какое-то название сказала, видимо, банда этих наемников. Вот они, Eremites. Я не знаю этого слова. Эремиты. I mean, I wouldn't mind hanging out with Dia all the time. And now that Dia will be available as a playable character, travelers will have a chance to learn a lot more about her. Теперь путешественники смогут гораздо больше о ней узнать. Ну, давайте You might посмотрим find that she's видосики. a little bit different from your initial impressions. We mercs have one simple rule. Возможно, она немножко... Whoever pays the Эремиты most is пустынники, your да. new boss. Что там за меч? Ну, это тот же самый ключ, как... Вау, рукой бьет. Какие-то взрывы делает при базовой атаке, походу. Ну и избивает кулаками. Круто же. Балдеж. Was that did she have a flip phone? Do they have phones in У Sumeru? нее что, был телефон? No, that's actually это her makeup косметичка. box. She uses it to keep her makeup fresh. Блин, меч you know? вообще не подходит. When she's Вообще out не on the подходит. job. Типа, это In просто fact, ключ, который в she's 2 раза always looking больше. for a chance to go shopping for accessories with Candace. Серьезно, ну... Ешка кидает какую-то зону, видимо, что-то похожее на зону Альбеда, потому что там видно было взрывы урона. I feel like that's not really a common thing among like merc types. Ну, реально лучше Yeah, Волчи или the Камнеруб. mercenary Камнеруб. lifestyle can be pretty rough, but she's not always on the job. She lets another side of her character show when she's off the clock. Возможно, я ей Камнеруб и отдам. Okay, I see. But I'm sure what everyone wants to know now is what her abilities Ладно, are давайте like теперь in a узнаем fight. про ее обилки. Да? Right. Yeah, did you see her punch stuff? Dia wields a claymore Да, in combat поле and бьет carries a одновременной pyro атакой, vision. так же как She поле uses Альбеда. fiery attacks to leave enemies smoldering in If her character wake, within this literally field have their smoldering. resistance to Ooh, interruption fiery. increased. Yeah. And when Just such like her. character takes damage, a portion of the damage will be Totally. mitigated. In И battle, уменьшение Dia урона в uses этой her зоне. elemental да. skill to create a fiery sanctum field. Elemental burst When an opponent enters the within the blazing field takes lioness damage, state. It'll unleash a coordinated attack. Короче, да, одновременно, Doing реально, AoE это pyro реально damage Ешка back. Альбеда. Nice. So looks like this ability will be really good for swapping characters and creating Да, elemental для других reactions. персонажей, чтобы взрывы Also, одновременно active делать. characters within this field He have will the continuously resistance to unleash interruption and cast increased. dealing. Ну и ульта And when such просто она characters take начинает damage, наносить a супер portion урон of вот that этим. damage Вот, will be да, саппортная mitigated and Ешка. taken by Dia instead. She's so brave. You know, I'm kind of worried that Dia could easily find herself in a tough spot. Ну, в Ah, don't целом, worry too это much. звучит очень There's a круто, limit to потому the что amount of damage that такая Dia can Ешка, take это from как, her это teammates. примерно как Besides, when her own HP is low, she э, can also rely on Цинлин. her own passive talent to recover HP. А, еще когда у нее ХП Sounds мало like Dia's pretty становится, она tough. сама And she себе has хиляет его. boundaries, which is healthy. Well, Что, she пятизвездная is Сян? kind of a legendary Не, она все же mercenary. ДПС, I ну, think в that comes with ульте. the job. Но Alright, Ешка let's move саппортная. on to her burst. Она When Dia выталкивает врагов. unleashes her elemental burst, she casts her claymore aside and enters the blazing lioness state. Rawr. Epic. While in this state, Dia will use her fists to unleash quick attacks on her opponents, В dealing ульте делает considerable pyro быстрые damage. атаки, When the нанося skill's большой duration первый ends, урон, she когда will ульта... finish it with a stylish flying kick. Когда Ah! длительность Nice. заканчивается, она бьет Yeah, ногой. nice, right? And last but not least, she has an exploration talent. During И the day, талант which is from 6 исследования, a.m. to 6 p.m., the movement speed of party members is increased. скорость Yeah, бега в that пати makes sense. днем. Lore-wise, you know, since she's one of the Кек. strongest mercenary from the desert. Как у I guess Розарии, keeping the только pace up even только under the днем, а не scorching ночью. sun is just Фухуа. another day on the job for Может her. быть, немножечко. Totally. Everyone Ну, might be familiar немного with her странно, да, strong то, and что bold Ешка как бы character, but her саппортная, closer а friends ульта know такая прям that after дамажная. she's had a few rounds,
she'll start to get into some more слушай, почти что. emotional topics. И с In ней, her конечно story же, будет quest, задание легенд. Manticora chapter, the traveler and Мантикора. Dia work to solve some trouble Dia's mercenary group is facing. Ну, In the не, ну на process, самом деле это we'll хорошо, learn more опять about же. Dia's Саппортная ешка это очень backstory здорово. and Типа, uncover чтобы some things that реакции have been buried in the вызывать, чтобы past. накладывать Oh, пира. another familiar face, Здорово. Ну и Daniel's ультануть, will когда... also be making an appearance in the quest. И So, ультануть, be sure to look когда... forward to that. Oh, Когда heck уже yeah. прожаты So все when обилки will других Dia be персов. available in the game? Почему нет? Good question. Okay, so event wishes for version 3.5. Баннеры. В первой половине будет Дэхья и Сайна. Сайн возвращается спустя сколько? 5 патчей, да? Он же в 3.0 был? Или в 3.1, не помню. After the version 3.6 What? update, which, to be clear, is the one after this upcoming 3.5 update, she will become available in the standard wish. And as for weapons, Чего? the Дэхью в 5-star стандарт Claymore добавляют? with Она the стандартный reed персонаж? will be Что? available in the version 3.5 weapon event wish. Ooh. I know. Oh, and Faruzan's very own hangout quest will also be added in Да version 3.5. fuck? So if travelers are interested in getting to know more about one of И свиданка с Sumeru's Фарузан. oldest researchers, then Huh? you definitely won't want to miss this. Ну, In the значит, hangout, она, скорее всего, будет travelers will довольно not only be able to see more about the слабой. differences between the academia's various Очень schools of thought, неожиданно. Че это они but новых you'll also персов get to know внезапно? more Еще и about пира Faruzan's двурука, как будто у нас уже personality and нету background. пира двурука, She's блин, в such an стандартном interesting баннере. character, so I'm sure her hangout will be Почему? equally entertaining. Be sure to check it out. Oh, I will. What? In version 3.5, travelers can also expect an all-new Archon quest titled Так, ну я... Carrier, which will continue our Квест story as we Архонтов, search for our sibling. Кариберт In this называется. quest, travelers will not only meet Kaya in Sumeru, but will also be joined once again by our mysterious Где мы friend. снова встретимся? Dave. С Дэйн Суифом. Он сказал, еще кого-то встретим. Кая кого-то. If I remember Сумеру. correctly, Kaya is also a descendant of Conria. I don't know, I'm just curious. Два what will happen баннера. if, you know, Да, кстати, что вторую meet половину-то не some показали. cool Они попозже, наверное, Right, покажут that'll вторую be половину, не? interesting. Also, what was it? Kari Bear? Kari Bear? Isn't that like sounds like the name of a sandwich? Мне кажется, они покажут вторую половину после, когда будут рассказывать про ивент в Манштате. Ah, okay. And a lot of events in the story will be Что такое unfolding Кариберт? around this character. As travelers progress through the story, we'll learn more about Conria and the Хариберт, король Abyss. франков We'll в uncover more about what happened in 61-67 the годах past and династии. even learn some secrets behind the founding of the Abyss Order. Ладно. Also, travelers will find themselves facing a powerful new Abyss Вот, Herald, мы as также well as встретимся a с new новыми... Black Serpent Knight. So Вот это prepare прикольно выглядит. Koi. Why is everything gotta sound so scary? Какой гео Why can't he be the мужик Black из бездны с Serpent's топорами. I don't know, it just feels like every time Conria crops up in the story, we Whoa. learn a little bit more about the world of Teyvat. Найс. So what else can you tell us, Zach? You know, I can't say much more about the story. А можно в You're just gonna играбельных have to play through персонажей? it yourself, Koi. Well, maybe Just you play can through maybe you can just, you know, whisper it in my ear, like my little chibi ear right here. Yeah, you know, I could, but I'm not gonna. Okay, fine. Looks like we have a lot of story content to look forward to in the new version. Oh, wait a minute. Wait. Aren't we Таким forgetting должен был something быть or Итта, да-да-да. someone? Oh, Так, мы ничего не забываем, no, говорит. you know, I didn't forget. Про ивент хотел We have a Ну? second playable character landing in version 3.5. А, да, у and нас he's еще actually второй from Mondstadt. игровой персонаж Mondstadt. появляется Are новый, you и guys он ready? будет в Манштате. И вот Because сейчас we вместе с finally Микой made it покажут to баннеры, Mika. скорее всего. Woohoo! I'm not sure Встречайте if Мику. everyone remembers this young member rising through the ranks of Надеюсь, the вы Knights of помните Avonius. этого геодезиста, we have который seen him before. работает в World of Yeah, Avonius. Мы I видели remember его he один was the раз. one who read the Grandmaster's letter during Он Vine читал Lace Effect. письмо Aw, he kinda looks like a грандмастера little в арке. prince. Kinda cute. На одном Yeah, из he does ивентов. have that kind of vibe. And since he's from Mondstadt, I think we can let Koi introduce this one. It would be my pleasure. Mika is currently the Knight's most active cartographer and Mika plays an самый important role in Eula's активный reconnaissance картограф. company. Even though he lacks social skills like Zach and doesn't appear to be World of particularly Avonius. strong, Mika is meticulous in his work and maintains a good working relationship Нож with his пробелки colleagues. расскажи. He's also capable of fully understanding his leader's commands, which is pretty useful. Yeah. And his leader is Eula, right? That
is correct. А его лидер But the это interesting thing Эола. is that he's able to understand Eula despite her awkward way of И он speaking, ее хорошо and понимает, will несмотря even на то, как assist her странно она with говорит. communicating with other units. Whoa, respect. Indeed. Over time, Mika has gradually become a very А может reliable и Оуд member этот. who can handle a variety of tasks and errands. Вообще он But I'm довольно, not telling you, we could just, довольно полезный и watch a умеет quick делать trailer самые and разные see what else we can learn about вещи. Mika. Ну давай Yeah, let's узнаем watch the про его trailer. способность. Woo! Trailer time. Verifying our current position, measuring distance to target area. All right, I've recorded the terrain conditions. Прикольно, то что... Блин, он толкается копьем, он толкает им. Класс. Стреляет из арбалета. Так, ну Ешечка бьет в несколько таргетов. Видно. Ульта... Вообще непонятно, что делает. Какое-то перо и... Who gave this child a crossbow? Кто дал этому ребенку That's арбалет. what I want to know. I mean, I guess since he was deployed as part of Grandmaster Varka's expeditionary force. Ну, it вообще, was наверное, him. раз он I don't know. вместе с Варкой в But anyway, экспедиции был. his Наверное, он скилловый, да? exceptional performance helped him gain the Grandmaster's trust, and he even taught him a couple of things. В общем, This Варка training ему no очень doubt хорошо helped верит и Mika даже develop чему-то a научил. certain level of combat prowess, even if he himself wasn't aware of it. Ooh. For example, even though swords tend to be the weapon of choice among the knights of Ведь обычно Favonius, рыцари Mika пользуются uses a мечами, spear and a crossbow. а Мика Which is a пользуется result of копьем his и combat instruction with арбалетом. Grandmaster Varka. His mentorship and focus on flexibility helped Mika find a combat style that is more suited to a little guy like himself. Для такого небольшого парниша это, Yeah. короче, более The удобный Grandmaster seems стиль. to ему think outside of нравится. the box, and having a mentor like him will definitely be a big asset for Mika as he Арбалет в continues to Авоне. grow. For sure, for sure. All right, let's check out Mika putting his variety of skills to use in combat. Давайте посмотрим на As a его скиллы в support role for битве. the Knights of Favonius, Саппортная Mika роль. has learned a variety of Он methods дает for всем assisting his teammates in парти-мемберам combat. When he скорость uses his атаки, elemental skill, he'll после attack the каста enemy Ешки. with his crossbow, increasing his teammates' поэтому attack его speed клево and юзать, например, с physical damage. Юмией или с And Эолой той же, when he кстати. uses his elemental burst, Скорость Mika атаки. recovers HP for his teammates and gives them a special На status effect. ульте увеличивает What it does физ дэмэдж, Tell us. This status causes teammates to когда regenerate они на HP поле. whenever their When this attacks are elemental enemy. skill hits Ooh, multiple that's opponents, Nice. Yeah. the Sylvan State will... So yeah, Да, no, да, Mika это spends a lot of Физ time Беннет. working in the wild, and Это he Физ developed Беннет. the necessary survival Elemental Burst также может восстанавливать ХП Mika is on the и team. дает еще какое-то Location of перо, nearby когда resources обычные unique атаки to активируют. Mondstadt will display on the minimap, Даже нет, Ешка increasing дает the физ ability to дэмэдж find увеличенный, а necessary ульта resources while хиляет и Wow. нормальные атаки Yeah, to I can active see he has a lot of characters support affected skills. by Eagle Yeah. Plume hit an It's opponent. always good to have a Mika will reliable help member them on the regenerate team. HP. So, Да, это хиллер. let's talk Это about the полухиллер, wishes of полусаппорт. the later part of version 3.5. Но под него не Travelers can дает expect to Эолу. see Да, я, Kamisato, конечно, не Ayaka, and хочу. Shunka returning with rerun event wishes alongside Mika. So if you'd like Вот to вам add Mika саппорт, to your который team, усиливает физурон на then you Ешке, но definitely при won't этом wanna мы miss дадим this. вам Right. Аюку и Шаньхэ, We've зато already covered a lot of вместе. content, so let's take a quick break here before we dive into some other version 3.5 reveals. Sounds good. It's time for another redemption code. Everyone ready? Зато вместе, And ну, типа, code сильнейший саппорт и incoming. сильнейший крю дамагер, да. Ух. Какой отстой. Ну, на самом деле, насколько сильно он саппортит под физу, будет зависеть от того, что делает его созвездие. Если его созвездие не дают там 60% крит урона персонажам, которые пытаются наносить урон физой, то, естественно, это не будет физ-саппорт. Вряд ли ради одной ешки он будет, типа, хорош. Зато хиллер. Ну, есть много электрохиллеров, которые под крио физушников, да. Ну, опять же, ладно. Он будет хорошим саппортом под рейзера. Так же, как какая-нибудь... как ее зовут? Куки, там, как электродамагер. И хиллер хорошо саппортит Welcome под back, Эолу. everyone. Next, we'll be covering the events coming our way in version Дальше мы будем 3.5. смотреть As you can ивенты. see, the main Первый event большой will be ивент the Windbloom Festival. дыхание ветряной Isn't that астры, thing like the soft Mondstadt в breeze который on your будут face? давать красивый So true, цветочный so двурук. true. Смотрите, I'm sure классно, many of красивый you are клейморчик. already familiar Прикольно, with the прикольно. festival.
и ее пробуды, соответственно, а также корону и все прочие ненужные ресурсы. During the festival, people give fresh flowers to the ones they love and follow the important tradition of offering their wind bloom to the animal archon. Да, во время ивента люди дарят цветы тем, кого они любят, и, конечно же, дарят ветряную астру, подносят ветряную астру в честь Архонта Ветра. Cool. Excited to see her. Well, it gets spicier because accompanying her for the trip is Tainari and Sainao. Ooh, interesting. Компаньонами Калеи в этом ивенте будут Сайна и Тигнари. Тоже вместе приедут в Манштадт поиграть в картишки. Не подаришь теперь жесть. Дарю. Зайду в твой ак и подарю. Okay, so I'm assuming this supreme blessing would do something like granting your wish, right? That's right. In the course of helping Kale find leads about the prophecy, travelers will get to know more about Kale's background and see how she's grown to be the person we know and love. Of course, we'll also Мы, кстати, также немного узнаем побольше про Калею. familiar faces throughout the event. So I'm sure there'll be plenty of smiles as we reunite with Я some все это old время friends. забыл выключить звуки Геншина. Sweet. Sounds like we'll be making some great memories in this one. Oh, by the way, did you two notice Timaeus standing in the background there? And there's a girl with him. Nice catch. How did you notice him? He's got such NPC vibes. Just kidding. Yes, Timaeus will be playing an important role in this event, other than standing too В close этом to the ивенте crafting также table. будет играть But as важную for роль who the Тимей, girl говорит. standing next to him is, we'll have to play through the story and see. И вон это Тимей стоит на фоне. Я не понял сразу. Он подарит цветы какой-то Romantic story, тяночке. am I right? Like I said, we'll Романтическая see. история про In Тимея. addition to the Божечки, festival кошечки. storyline, the Adventurers Guild will also be preparing some fun events for our travelers to participate in and experience In the air. holiday vibes. There will be 3 available game modes: Floral Pursuit, Ballads of Breeze, and Breezy Snapshots. Yes. Awesome. Ooh. Так, первая часть ивента — бегательный ивент с собиранием шаров. Буквально недавно был манштадтский ивент, где надо было собирать шары. Нет, подождите, буквально недавно был лиюэшный ивент, где надо было собирать шары. Только здесь надо в закрытом помещении. Как в библиотеке будем это делать. Когда все соберешь, надо сбежать. Там еще типа какие-то слаймы летают. Это Пэкмен? Слушайте, и правда Пэкмен. Да, это типа там вон летают слаймы, от которых надо уворачиваться. Пэкмен ивент. Кек. Ладно, почему бы и нет? И это можно будет как в синглплеере проходить, так и в компе. Looks like that'll be fun. What's next? Well, let me ask you, Amber, do you like rhythm games? Yes. Нравятся ли вам ритмичные игры? И возвращается арфа, да? It's called Ballads of Breeze. This time, Баллады travelers will be able to Бриза. choose from 3 different Нет, в instruments этот раз мы and выбираем use that один из instrument of 3 choice to play инструментов through на the song выбор, на challenges. котором будем играть. Nice. And will that actually affect the sound they hear in the game Будет ли mode? это Yep. от The этого зависеть instruments they звук, hold который они to слышат? play Да. will be different. Cool. Музыка I будет see. различаться в While зависимости от... performing a song, different notes will appear on the screen. When a note falls on the decision line, press the decision line to score points. The Его amount of ивент. points scored will vary depending on your timing. Чат, вы сильно любите ритм-ивенты? Вот если любите ритм-ивенты, идите проходите Hi-Fi Rush и Metal Hellsinger. Я все сказал. Если не прошли, не считается. Лучшие ритмичные игры за последнее время. Значит, не любите. Да, понятно. Понятно. Значит, не любите игру. Жесть, там настройка. Ну это самостоятельная идея. И ветреные фотографии, снапшоты, короче, надо будет ходить и фотографировать красивый Манштадт. Click, click, just for my photo album. Beautiful.
During the Windbloom Festival event, travelers will have the chance to obtain an exclusive 4-star claymore weapon called Male Фараж Flag. недоступен в РФ. Aw, Блин, я не знал. nice. I like it. That's Really fits the theme. Right? Yeah, pretty flowers. I love them. I really hope travelers will И все, enjoy это all 3 the ивента. different Ну, games так вам that the event has прикольно. to offer, and join the people of От Mondstadt for ивентов the в Генши я festive уже устал. I Повторяю can их already который feel the раз. Windbloom's breath. Anyway, Дальше next маленькие we have ивентики, another event also taking специи place с in Mondstadt запада. called Spices from the West Northerly Search. That's right. Some of you may Северные remember that there поиски. was a Sumeru scholar we helped once Да, when мы we уже were in как-то Liyue. помогали Apparently, сумерскому her research gained the ученому attention of Lord Sangamabe, искать you know, специи. and now she's received additional funding. This time, the scholar has come to Mondstadt to find people Теперь to он пришел assist в her Манштадт, research чтобы and найти, taste test кто some же ему special поможет dishes with seasoning. Oh, if she's с got Dory's этими backing, специями. then she should have all the Mora she'll ever need. That sounds really nice. So what can we expect this time around? Right, so the gameplay for this event will be pretty similar to last time. Нежно сказать, After успеем. we start creating the Сейчас seasoning, ивент, we'll need конечно, to да. add the ingredients to Мне the еще pot супер in the не right order понравилось, by как в hitting the сегодняшнем button ивенте с as the needle жуками. points to the corresponding Это вот этот ingredient. был, It's gonna понятно. destroy my whole Очень brain. сложный, However, жутко we сложный have a ивент, да. limited amount of attempts, Как в сегодняшнем so we ивенте с need to жуками, add он all the был... required ingredients Там with as было few 40 mistakes минут as диалога possible. и 2 минуты битвы с жуками. More seasoning При этом recipes диалог был gradually unlocked throughout the event абсолютно period. весь, ни о I'm чем. sure Я не this won't be запомнил too hard for ничего, travelers that что are они говорили в familiar этом with cooking диалоге. their own dishes. Ивент с Yeah, I жуками always был cook all про... the time, yeah. Sure. I know what you are. Про то, что Итта проиграл какому-то пацану, все. Travelers can add their completed seasonings to delicious И они это dishes развернули to на obtain полчаса fragrant диалогов. Я dishes. вообще You can просто... also Мне invite сегодня characters так to скучно taste это test было the fragrant проходить. dishes in the Serenity Pot to increase their companionship experience. After they taste a dish, we can hear their responses. which will Это vary тот самый based ивент, on в котором characters' можно было personal принести preferences. еду This своим will test how персонажам well в travelers чайник и understand each услышать character's их personal taste. Oh no, ответ. that's gonna hurt my feelings. No, because even if it's a fragrant dish, that doesn't mean that every Потому что Итта character обиделся на is ребенка, а going to суть like it. персонажа просто всраться Too much мимо. For our next event, we will be heading back to the lands of Sumeru. For those of you who remember the Beast Tamers tournament, В this next event следующем is ивенте мы related to that. вернемся к However, ивенту the про format will be грибочки. pretty different from Но what в you этот might раз expect. формат будет немного Because the отличаться. Wisdom Orb is still in its stages of theoretical research. It might be a while before our next competition. Перед but have следующим you considered соревнованием that I еще want it пройдет now? сколько-то I know, времени. but don't worry. To keep discussion alive and the competition fresh in everyone's minds, the organizers have put together a new event to spread the word. They purchased the rights to Theater Mechanicus in Sumeru. В этот раз они купили права на театр Механикус, Seems they're putting a lot of effort into и promoting the грибочки как-то с ним будут связаны. So, Чего? what will the rules be like for this event? I'm Какие gonna будут tell you. правила? In Fungus Mechanicus, we will be controlling pieces that look like fungi, uh, aptly named little fungi. Our enemies will be mechanici, which I'm sure many of you Мы have будем, seen короче, before. контролировать The little грибочки, но fungi сражаться will будем с automatically attack the башнями. nearest mechanici. Нет, не автобатлер, здесь явно можно ими управлять, но... Ну ладно, они дерутся автоматически. Это как мини-стратегия, как стратегия, да, это real-time strategy. We'll need to command our fungi and defeat all the mechanici to clear the stage and receive rewards. Hey, wait, did you say we're gonna go up against the mechanici that we were controlling in the Да, раньше мы previous контролировали эти Mechanicus механикусы, а events? теперь мы What's будем wrong, Koi, их huh? пытаться wrong? What do you убивать. mean what's wrong? They were our friends. Look, they're attacking your little fungi now. Oh gosh, you're right. They need to die. It's okay. By using Marvelous Jelly, we can let our little fungi unleash their skills. Ну и они Using могут these skills юзать at the right скиллы, moment is которые key to потихоньку achieving victory. копятся. Marvelous Jelly И, will be короче, gradually restored over time. ну да, and можно plauditory отбегать от protection will randomly ОЕшек. appear during the challenge, granting an additional amount of Жесть jelly. какая. Looks like we'll need some strategy. Like, you have to plan out every move. Of your betrayal. Some familiar friends from the Beast Tamers tournament will be making an appearance И too. некоторые Do you наши guys друзья remember, вернутся. Bongo Head and Поко-поко Twirly Whirly? Бини! Travelers can Это feed their fungi ты! Marvelous Jelly to Ура! interact with them too. Поко-поко Бини! In addition to these events in Mondstadt как я- and почему Sumeru, я это the вспомнил? upcoming version will also include the Vibro Crystal Verification Challenge event. Также An engineer челлендж from Fontaine has arrived at the outskirts of the виброкристаллов. chasm to study the harmonic motion between gems known as vibro crystals and collect data in an effort to clear the name of his colleague. Подождите, это же тоже Леран, Interesting. да? So he's helping out a colleague. What happened? Well, В смысле? apparently, after completing his vibro crystal research,
Patrice returned to his home nation. Я просто не помню этот ивент, потому что, наверное, он был супер скучным или что. Uh-oh. Yeah, so now he's found someone to come to the chasm in his place and verify his findings. Ooh. Sounds like it isn't easy being an engineer in Fontaine. That's why I stick to beating up bad guys. А, это был боевой ивент. From the sound of it, we're still gonna have to fight here too. Ну да, он выглядит как ивент в разломе, потому что синие и желтые кристаллы. Жесть. Ну, типа, блин. Ну ладно, может быть мини-стратегия и прикольная с этими, с грибочками. Но когда в этом нету PvP-шности, они придумывают мини-игры, в которые можно ввести PvP, но не вводят PvP в мини-игры, в которых можно ввести PvP, и от которых никто не расстроится из-за того, что он проиграл. And these effects are triggered by combining transmitter and receiver crystals. Transmitter crystals are the conditions for triggering the buff effect, and receiver crystals are the buff effect that Да, кристаллы принимающие, кристаллы отдающие эффект и... And to conduct the experiments, travelers will need to assemble Я расстроюсь, PvP отстой, ну... vibro-crystal harmonic schema. Travelers will then carry out 2 rounds of combat, and for our newer players out there, there's no need to worry. Ну, короче, ты берешь 3 любых сочетания, и все равно пройдешь этот ивент, потому что в нем не будет ничего сложного. И еще ты берешь 4 любых персонажа, и ты все равно пройдешь этот ивент, забрав все награды. The garbage can? Вау. Что? I like my suggestion. Anyway, Amber, what else is there? Зачем Мику без Иова давать вообще жесть? И, конечно же, разлив артерий, чтобы хоть когда-нибудь доделать ачивку на 600 пройденных артерий Земли, да? С картишками же сделали PvP с остальными когда-нибудь. Когда-нибудь. Alright, switching gears. In version 3.5, a Версии limited time 3.5 временный ивент в картонках будет. О, смотри, Оло в картонке завезли. И еще и Какуами, и еще и Сару, ничего себе. The number of elemental dice required to play the first card from your hand every round will be reduced by 2. Суть ивента будет в том, что первая карта, которую ты играешь из руки, будет стоить на 2 дешевле. И, соответственно, стиль игры будет гораздо быстрее. В конце концов, мы ввели какой-то этот, который вам не понравится. Игра будет давать дополнительные награды за выполнение квестов архонтов. Хера себе, одна крутка фиолетовая, 3 опыта артефактов и 3 книжки. Плюс 22 уже посчитали, да? Быстро вы. Это получается еще плюс 66 опыта артов эпических. Это прям вообще круто. Вообще пофиг на крутки. Опыт артов — это офигенно. Ну, я про себя говорю, вы не подумайте. Мне не пофиг, что вам дают крутки, я очень за вас счастлив. Не, ну Дэхьи в стандарте это какое-то издевательство просто. Она будет слабой из-за того, что она стандартный перс. Ну не слабой, но она будет, ну средней. Ну, будет хороший на 6 созвездиях, да? Ну, что такое? Может быть, специально так ввели, потому что она такой прям... такой классный, красивый персонаж, типа, не знаю, и... хотят, чтобы она была у новичков, которые придут играть. Сигналь тоже слаб. Да не слаб, конечно, нет, ну, по тенденции стандартные все-таки чуть слабее, чем... Да, Дэхьи будет в стандарте в 3.6, Сабат, да. Еще она немножко альбеда. I absolutely loved it. Like, I'm so hyped for this new version.
I'm hyped for В общем, я, Dia говорит, and очень Mika, жду эту and I'm a версию. little Я biased, хочу и but жду yeah, I'm pretty hyped for Ди, Dia. Дэхью и She looks Мику. И, super strong, and she just looks like she kicks butt, you know? видимо, I'm она excited for all the new надирает с жопы. storylines, and yeah, I think it was a good idea to bring me on. Oh my gosh. I am simultaneously I'm really funny. impressed and kind of livid. Быстрее, говорит, вы выбивайте меня. Dare Выпускайте, вернее, меня, да. It was so good. I'm really А excited пушку for the добавят little классику. fun Да, я guy. думаю, вряд ли так же, как и Альбеда, не, вряд I ли. am. We all love Ой, the fun Альбеда, говорю, guy, так же, too. как и Yeah, Сигнари fun guy. пушку. And also there's a lot of cool new story content coming up, like Faruzan's Ну и много нового Hangout, сюжетного and, контента. Dia's story quest, Свиданочка and с бабулей also the whole Фарузан. Things Live Conria thing. Квест That's Дэхьи, gonna квест expand the Архонтов. world of Teyvat. That's I'm right. pretty excited for all that stuff. What Ждем, about ждем. Windbloom? Oh yeah, no, I'm super excited for all the Windbloom events, and Dia and Mika, of course. I know the rhythm game is coming Лицо back, геоперсонажей, so that'll которых be нет в super стандарте, fun, even though представил. I am horrible at it. Oh, that's Жесть. okay. I'll teach you. Okay, good. Yeah, no, I need some help. But I love rhythm games. I'm just not. Ну, good at them. крио-персонажей тоже But, нету yeah, no, it was awesome to have пятизвездных you в both here on the стандарте. Мы же special Чичу не program, and I рассматриваем. hope everyone will enjoy all the new content coming our way in version 3.5. See you all in game. Bye, guys. Ну и, в общем, будем ждать вас в игре. Ей. Это был очень странный анонс. Это был самый странный анонс за все время. И я... Дэхья в стандарте. Ни одного манштатского пятизвездного перса во время манштатского ивента под физ дамагера нет. Под физ саппорта Мику не дают Эолу. Одни рераны, реран на реране, ивенты реранят, реран. Ну, они как бы немножко переделали эти ивенты, да? В том числе ивент с плесенниками стал стратегией, да, но... Ну, боевой ивент всегда посос скучный.